тоже будет бегать за тобой. Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. И давайте-ка настраиваться на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать побольше комментариев для продвижения канала. Ну а самые стойкие, конечно же, в конце получат совет от карт Таро. Итак, погнали! Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и для диагностики негатива телефон в шапке профиля. Ой, какой трэш сразу выпадает, ребят. Ну, я бы сказала, что многие из вас сейчас находятся либо же в состоянии одиночества, то есть либо же вы холостякуете, либо же даже если вы в отношениях, но это скорее касается таких токсичных отношений, вы чувствуете себя довольно одиноко. Многие из вас претерпели разрыв, да, тот самый развод, разрыв, как угодно. Кто-то, может быть, даже кто находится сейчас в тех самых токсичных отношениях, вы уже подумываете о разводе. То есть переворачивайте под себя, да, смотря кому что подходит. Но то, что одинокие души собрались у меня на канале, большинство, я бы сказала, да, мы не будем под одну гребенку, но большинство, да, у нас первая карта выпала отшельника. И меня это даже как-то немножко пугает и огорчает. Это говорит о чем? Это одиночество в толпе, это одиночество вдвоем. Это может быть закрытость, когда вы приняли осознанное решение, что я не хочу больше никаких отношений, потому что когда-то мне сделали больно. Может быть, даже не один раз кому-то из вас сделали больно. Поэтому теперь, знаете, чтобы вступить в новые отношения, вам нужно будет уж очень сильно подумать, и женщине нужно уж очень сильно постараться, чтобы вы влюбились. Давайте сделаем опрос, мальчишки, давайте. Напишите, пожалуйста, вот все пишите, кто меня смотрит, не ленитесь, не сочкуйте. Это важно и для продвижения канала, и, конечно же, мне очень приятно. Чем больше вашей активности, чем больше будет расти канал. Смотрите, напишите в комментариях, вы поставили крест на своей личной жизни или же нет? Вот есть у вас такие мысли, что все, я больше не хочу, я не буду, мне никто не нужен. Либо же, несмотря на то, что вы пережили, вы все равно хотите, вы все равно надеетесь встретить новую свою любовь. Стали вы более, не уверены в себе. У кого-то это проиграется, что появились комплексы после той самой женщины, которая в кавычках осчастливила вас своим разводом, да? Здесь может у всех по-разному проигрываться, потому что, опять-таки, ноги растут из разных ситуаций, скажем так, да. Я уже не раз рассказывала, но повторюсь, почему после разрыва может быть довольно часто комплексы, да, у мужчин, появляются комплексы. Потому что женщины перед тем, как разводиться, да, ну, либо же уже, когда вы понимаете, что все уже нарушено, это отношения не те, когда уже холод между вами, и женщины понимают, что все, разрыв, развод уже не за горами. Они могут городить всякую чушь, они могут обижать мужчин специально. Они могут отпускать всякие шуточки, колкости. Либо же в порыве злости, когда вы ругаетесь, она может специально, я подчеркиваю слово, специально женщины могут говорить, ты такой-сякой, особенно это могут быть колкости ниже пояса. Это могут быть колкости, гадости по поводу, какой ты плохой любовник, у тебя и то не так, и там ты не умеешь, и размер у тебя никакой. Ну, то есть, куча разных гадостей может говориться, подчеркиваю, специально. У кого такое было, ребят, можете тоже написать. Здесь, в принципе, все свои, стесняться нечего, некого. Поэтому, ребят, я почему говорю? У кого-то из вас могут из-за этого даже быть проблемы, ну, в интимной жизни. Те же самые проблемы с потенцией, да, здесь все взрослые люди, поэтому я говорю прямо.
Это называется такая приобретенная импотенция. Ну, либо же не прям там уже, что все уже, да, ну, то есть нарушения могут быть. Так вот, я вам скажу, что вот где основная причина, это в вашей голове. Вот именно после таких вот сказанных слов вашей бывшей. Подумайте хорошенечко, у кого есть такая проблема, вы можете не писать, я понимаю, что это очень лично, это такая, может быть, больная тема у кого-то. Ну просто для себя поймите, женщина специально вас обидела, вот у вас эта мысль ее засела, что все, никакой, никак, и вообще кому ты такой нужен будешь, да? Поэтому постарайтесь, если сами не можете бороться с этим, да, вот понять, что это все неправда, что это все сказано специально, либо же обратитесь к специалистам. И тогда ваши проблемы, ваши нарушения, которые ниже пояса, они, конечно же, улетучатся. Я вам скажу, что вы человек, который вообще по жизни, вы ведь далеко не слабый человек. Вы волевой, вы сильный. И это я смотрю вот из расклада в расклад переходит, вот в сигнификации, да, я думаю, кто меня смотрит, вы замечаете, что многие моменты у нас совпадают просто по той простой причине, что многие люди меня, да, спасибо вам большое, что, ну, смотрят практически все мои расклады, да, уже как сериал некоторые смотрят, кому-то голос нравится, да, спасибо, тоже мне приятно, что вы пишете мне за голос приятные комплименты. Поэтому не удивляйтесь, если какие-то моменты будут в сигнификациях даже совпадать. Либо же даже о будущем могут совпадать, потому что, ну, вы смотрите, да, то есть есть костяк основной, который смотрит. Поэтому о чем я говорю? Вот несмотря на то, что вы вроде бы и сильный человек, но бывает так вас накрывает, вы так можете опускать руки, такое отчаяние, это может быть от одиночества, это может быть от какого-то бессилия, что устал бороться, да, вот устал бороться в одиночку с какими-то проблемами, особенно у кого сейчас вот проигрываются финансовые проблемы. Ну, вы слишком отчаиваетесь, хотя я вам скажу, что вы в любом случае, вы выкарабкаетесь. Это так уже забегая вперед, вы не будете где-то под забором, вы не будете на одной воде сидеть, да, там голодать, нет. Вы выкарабкаетесь. Просто что вот бывает даже вот сильных мужчин, но вас бывает очень сильно накрывает. Но одиночество это то, что, конечно, вас многих добивает. И вы можете даже со мной поспорить в комментариях. Я все равно вам скажу, что это правда, к сожалению. Вот то, что я говорю, это правда. Основной у нас выпал отшельник, да, первая карта это самое то, что такое болезненное, это самая большая такая ваша проблема на сегодняшний день, одиночество. Ну, давайте-ка будем смотреть, кто же будет бегать за вами, да. Настраивайтесь, мальчишки, интрига, да. А то как-то немножко мы так загрустили, даже мне взгрустнулось. Как-то сегодня сигнификация такая грустная-грустная. Итак, какая же женщина будет за вами бегать? Так, мы прикроем то, что нужно прикрыть, дабы никто не ругался. Ну, смотрите, женщина однозначно такая, она веселая, она моложе вас. Но я бы такую женщину вот назвала не очень-то серьезной. Это может быть в силу того, что она еще слишком молодая, да, здесь может проиграться у кого-то из вас, ну, даже большая довольно разница с ней в возрасте. Это женщина, которая, в общем-то, она еще не выросла. Она, как знаете, вот взрослая девочка. Да, она, может быть, и сформировалась как женщина, там все у нее при ней есть, но в душе она какая-то такая веселушка-хохотушка. Куда хочу, туда лечу. Она привыкла, что все должно происходить так, как она хочет. Она привыкла быть по жизни победительницей. Она привыкла, чтобы весь мир крутился вокруг нее. Да, она такая манящая, она притягивает к себе взгляды, потому что, ну, как правило, веселые люди, да, они притягивают людей к себе. С ними интересно, с ними не соскучишься, с ними весело. Но кто хочет, допустим, серьезности какой-то, здесь нужно очень сильно подумать.
ну, какие серьезные отношения могут быть женщины, которая еще, может быть, не нагулялась, может быть, еще как-то не выросла, не созрела, да, для серьезных отношений. Она любит компании, она любит веселье. И я вам скажу, что вы даже, кто-то из вас может где-то в какой-то компании, может быть, на дне рождения, еще где-то, ну, то есть в каком-то таком людном месте вы можете с ней и познакомиться. Да, она может вам понравиться, не без этого, потому что она интересная, она притягательная. Но то, что она на вас западет, так скажем, да, это факт. Причем западет так, что ого-го, держите меня семеро. Какой-то период после вашего знакомства она, может быть, и не будет с вами общаться, пересекаться, да. Конечно же, вы можете обменяться вот при знакомстве телефонами, но как-то вы ее не будете рассматривать для серьезных отношений, потому что вы будете прекрасно видеть, что, ну да, с ней интересно, с ней прикольно, с ней можно поржать, грубо говоря, да. Но вот вам-то нужна более серьезная женщина. Вы на такую тем более не позаритесь для отношений. Одно дело посмеяться, пошутить в компании, да, ну либо же просто дружить. Хотя я не очень-то и верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Но с другой стороны, я вам скажу, что вот как-то вы ее периодически все равно будете вспоминать. Это не влюбленность, но вот как-то она зацепит ваши струны души. Будете думать о ней, будете даже в каком-то смысле скучать за общением с ней. Я вам скажу, что активничать, вот чтобы так ее добиваться, вот вы не будете. Одно дело подумать, да, одно дело, ну так, поразмышлять, помечтать о том, что вот неплохо было бы еще с ней пообщаться, там где-то посмеяться, поприкалываться и так далее, да. Но другое дело отношения. Поэтому вы как-то активничать не будете, хоть у вас может быть даже ее телефончик, контактами вы, если обменяетесь, то все равно вы как-то не будете суетиться, потому что, опять-таки, повторяю, 101 раз, вы ее не будете рассматривать для серьезных отношений. Но она-то будет, она-то западет на вас. И вот она начнет за вами бегать. Причем начнет бегать так, что вы, ну, чуть ли не будете уже убегать от нее. Она может названивать, она может там какие-то смс-очки строчить, смайликами, открыточками забрасывать. Да? У каждого это, конечно, будет своя ситуация. Но это такое, знаете, это будет похоже даже на какое-то легкое преследование. Вас это сначала будет веселить. Потом вы начнете задумываться, да зачем мне этот цирк нужен, да, спасения от нее нет. Потом это начнет вас уже злить даже в какой-то степени, да, что она ко мне пристала. Одно дело там поприкалываться, а тут она уже, ну, чуть ли не в наглую, да, и на свидание может приглашать, и уже открыто там, может быть, домой приглашать, да, но опять-таки у всех это будет по-разному. Поэтому будут из вас те, кто реально начнут ее то ли игнорировать со временем, да, вот такой парадокс. То ли игнорировать, может быть, даже кто-то решится ее и заблокировать, если, конечно же, контактами вы обменяетесь. Она может вас вплоть до того, что, ну, чуть ли не под, там, я не знаю, под забором, под домом, под работой поджидать. Ну, то есть это такое действительно, ну, какое-то преследование, это беготня, это трэш. И я вам скажу, что среди вас будут те еще, кто все-таки осмелится, ну, те, кто не будет блокировать, скажем так, да, вы прямо скажете, вот, ну так, культурно ее отошьете. То есть вы всячески дадите ей понять, что, ну, никаких отношений быть не может. Опять-таки, среди вас будут те, кто может и в довольно резкой форме это ответить, кто-то помягче это может отвечать. Ну, то есть, чтобы вы знали, что вот такая назойливая дамочка появится в вашей жизни. Вы, конечно же, сами решаете, как с ней
быть. Может быть, кто-то захочет пороманить с ней, да, хотя я очень в этом сомневаюсь. Ну, какая-то слишком она уж взбалмошная, какая-то несерьезная. Вот вы у нее, знаете, будете как определенный очередной объект. Вот захотела я с ним быть, вот он мне понравился, да, вот захотелось его охмурить. Я даже не удивлюсь, если она со своими подружками вот поспорит, что она вас охмурит. Такое, кстати, тоже может проиграться. То есть это такой спор, это пари, что она вас охмурит. Я сейчас представляю, как вы в шоке по колено, многие, да, ребят? Напишите, кстати, что вы сейчас чувствуете. Вот. И, кстати, ребят, напишите, а на вас когда-нибудь женщины спорили или нет, что вот они вас охмурят там, либо еще что-то сделают. Поэтому я вас предупредила, предупрежден, значит вооружен, чтобы вы знали вот опознавательный знак, да, моложе вас, может намного моложе выглядеть, чем есть у нее, ну, моложе своего возраста выглядеть, такая взбалмошная, несерьезная, веселушка, хохотушка, то есть вы ее раскусите, вы уже все таки умудренные опытом, и, в общем-то, ну что мне вам рассказывать, вы сами все поймете. Поэтому держите ухо востро. Дама несерьезная, дама, которая, да, увлечется вами, но вы будете исключительно ее такой, знаете, новой прихотью. Вот понравился мужчинка, вот я его хочу, вот я хочу его охмурить, вот я хочу там с ним быть. И она будет вот четко идти к своей цели. Но вы ее так быстренько кыш-кыш-кыш, да? У каждого будут свои методы. Кто-то будет блокировать, кто-то в лоб пошлет, кто-то деликатно пошлет. Поэтому будьте осторожны, мои хорошие, я вас предупредила. Ну и для самых стойких, кто досмотрел видео до конца, смотрим совет Таро. Что же вам посоветует Таро? Ух ты! Мальчишки, вот все-таки развивайте в себе свои эзотерические способности. Они у многих из вас есть. Начиная от хорошей интуиции, заканчивая там магическими способностями, целительством, способности к Таро и так далее. Причем это у вас такой судьбоносный дар, это дар свыше, это может быть даже дар у вас, ну, по вашему роду, от бабушек, прабабушек, да? Вот развивайте, у вас очень неплохой дар есть, и он вам поможет в жизни, возможно, вы будете помогать и людям. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!